Добрый день, дорогие весы! Это Таро-прогноз, Таро-предсказания для вас, для всех, кто считает себя весами. Это когда у вас Солнце в знаке зодиака Весы, Луна в весах, может быть, стелиум планет, то есть скопление планет в 7-м секторе гороскопа. Итак, я сейчас разложу для вас карты. У меня в руках колода Символон, здесь на столе колода карт Moonology. И я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет весов в сентябре 2023 года? Первая карта – это партнерские взаимоотношения. И здесь какое-то важное сообщение, которого вы, возможно, ждали, вы переживали за ваши отношения с вашим партнером. И вот, наконец-то, пришла от него либо весточка, либо у вас состоится серьезный разговор. Ваш партнер что-то скажет вам, что глубоко успокоит вашу душу, ваше сердце. Здесь мы видим Луну в Раке. Это Гермес, это Вестник, да? То есть даже если у вас нету партнерских отношений, например, сейчас еще в сентябре, да, и вы волнуетесь об этом, какая-то новость, какие-то события заставят вас успокоиться на этот счет, да, и вы поймете, что с партнером или без вы все равно счастливы и любимы, и красивы, и что-то в вашей жизни есть такое, за что вы должны быть благодарны Вселенной каждый день за прожитое этой жизни. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты и посмотрим, что здесь может быть дальше. Второй сектор финансов и в том числе интимных отношений. Здесь мы видим человека, который идет по дороге, несмотря на то, что его нога перевязана, да, и он идет на костылях, идет вперед к своей цели. Также и вы, весы, почувствуете, что несмотря на какие-то неудачи в прошлом, вы должны не забывать о себе, о своей вот самооценке, внутренней гордости собой. И даже если, может быть, в работе у вас какие-то дела не складывались, то вы все равно должны идти вперед, несмотря ни на что. Здесь опять вот мы видим Меркурий в знаке зодиака Близнецах. Может быть, это какое-то новое сообщение, связанное с вашими финансами. Может быть, вы вынуждены перенести ваши финансы с одного банка в другой. Ну, несмотря на то, что вы, может быть, ждали большей прибыли или что-то такое, но тем не менее, дорога осилит идущий, вы на верном пути, все, что вы задумали купить, приобрести, да, может быть, это все не так быстро будет складываться, но тем не менее у весов планета, которая управляет вами, да, отвечает за ваш первый сектор, за знак зодиака весов и за деньги, ну и за партнерские отношения, конечно, тоже, она именно в сентябре разворачивается. Поэтому именно в сентябре, несмотря на какую-то боль, обид, страданий или неудач, вы увидите новый путь, вы увидите то, что вы можете идти и продолжать свою любую деятельность, да, которой вы занимаетесь, которая приносит вам доход, несмотря ни на что. Также эта карта связана с партнерскими интимными отношениями. Здесь тоже, да, может быть, у вас были какие-то размолвки с вашим партнером, или как-то вы недооценивали себя относительно вот вашей интимной жизни. Может быть, вы думали, что вы никогда не оправитесь от каких-то внутренних потрясений, да, здесь уже связь с 8-м сектором катастроф и комплексов и каких-то страхов. Но, тем не менее, возможно, вы встречаете какого-то человека или какая-то ситуация складывается таким образом, что вы продолжаете ваш путь, даже несмотря на ваши обиды, раны, какую-то горечь в сердце, страх неудач, вы идете вперед. Мы сейчас посмотрим, что здесь скажут еще другие карты. Кстати, вот начала говорить про Венеру, ведь Венера разворачивается в сентябре, да? И к концу сентября она уже будет в прямом движении. Поэтому все финансовые вопросы и любовные вопросы у вас, весы, будут идти легче. Все как бы легче станет для вас, когда Венера уже будет в прямом движении. Вот это я не договорила. 3-й и 9-й сектор. Посмотрите, здесь какой-то нано-прыжок, квантовый скачок во времени. И для этого сектора это просто очень даже благоприятно, потому что, скорее всего, у вас, весы, есть какие-то задумки, мысли, дела, связанные с транспортом, с учебой, с публикациями, с переездом, со всякими гаджетами и
любым видом информации, может быть, с друзьями, какими-то коллективами. Вы как будто будете очень социально активны в это время. Может быть, вы заведете ваш сайт, ваш блог будете вести. Ну, либо как-то ваши друзья, люди из других стран, из вашей страны, из других городов, как-то помогут вам. Эта карта говорит о очень широком взгляде на мир, о каком-то даже озарении, может быть, неожиданном, может быть, вы не ожидали, что дела пойдут так хорошо, например, вы не ожидали, что вы поступите в такой университет, который в другой стране. Или вам напишет, вы станете общаться на другом языке, и это вдруг станет так легко, что вы прямо целый скачок вдруг сделаете от бигинера до уже там среднего пользователя или наоборот, да, уже будете профессионально говорить на каком-то другом языке. У вас здесь могут быть новые связи, новые друзья, причем не все из них будут такие стандартные люди, да, кто-то будет такой очень интересный, экстравагантный человек, даже какой-то независимый. И, может быть, вот этот человек, мужчина или женщина, здесь неважно, научит вас легко отказываться от того, что вам уже не нужно, совершать вот этот скачок в будущее постоянно, быстро приспосабливаться, да, и к новым веяниям, к новым каким-то интернет-технологиям в том числе. Поэтому все, что с этим связано, будет благоприятно. Если вы думали, например, покупать какие-то новые гаджеты, там, что может быть связано еще с интернет-технологиями, какими-то иностранными делами или знакомствами, продолжайте эту тему, особенно в конце сентября, когда Венера и, по-моему, даже ретро-Меркурий выйдет из своей петли. Но даже при ретро-Меркурии мы все равно можем знакомиться с другими людьми, тем более мы же не знаем у всех, кто смотрит это видео, где у вас стоит Меркурий. Может быть, он ретро был уже во время вашего рождения, да, чтобы просчитать свой гороскоп, вы всегда можете сделать это онлайн на сайте, который предоставляют интернеты. 10, 4, 10 сектор. Здесь карта вот как раз Венера в весах. Здесь Нептун в рыбах. И это говорит о том, что, возможно, у некоторых весов ваш партнер, ваш будущий муж или жена находится сейчас не рядом с вами, далеко от вас. Либо вы будете искать себе человека, который живет в другой стране, в другом городе, может быть, вы начнете общение или как-то продолжите ваше общение, вы будете уже договариваться о встрече. И вот здесь вот с этой картой у вас очень возможен какой-то переезд, либо какие-то документы, может быть, вы будете готовить, может быть, вашему мужу либо жене предложили работу в другом городе, в другой стране, и из-за этого вам тоже надо переехать. Но это будет радостный переезд, радостная какая-то связь, контакт. И это даже вас заставит вообще по-другому посмотреть на мир. Может быть, у вас будут такой партнерши, которые вот заставят вас как-то пересмотреть свою жизнь. И даже расстояние будет не помеха для вашей любви. Что здесь еще может быть? Может быть, вы, не знаю, как-то покупаете какую-то недвижимость в другой стране, да? Либо вы планируете сделать это. Но в любом случае вот эта карта, несмотря на то, что здесь любовники, да, по-моему, даже вот в этой колоде это брат и сестра. Вот интересно, да, хотя вот так мы смотрим на карту, нам кажется, что это жених и невеста. Но если я не ошибаюсь, конечно, можете меня поправить в комментариях, в символоне эта карта носит значение разделенных брата и сестры. То есть здесь у вас может быть встреча с вашими родственниками, которые живут в другой стране, либо вы сами покупаете какую-то недвижимость, может быть, возвращаетесь к своим корням, на родину своих предков, либо ваш брат, сестра уезжает, приглашает вас к себе. Здесь может быть еще такие родственные связи издалека. Но в любом случае здесь мы видим радугу, и карта благоприятная, да, то есть ваши планы относительно встречи с кем-то близки к тому, чтобы сбыться. Вас ждут, да, где-то далеко, вас очень ждут весы. 5, 11 сектор, общественный тоже сектор. И здесь еще одна карта. И здесь опять мы видим Луна в Раке, Юпитер в Стрельце. Здесь тоже у нас был Юпитер в Стрельце. Вот эти две социальные карты.
Но здесь немножко другая тематика. Здесь у нас ночь и день. И что здесь можно сказать? Ну, у вас может быть, ну, во-первых, какая-то двойная жизнь весы. Вы можете для всех людей, для социальных каких-то групп и коллективов представляться одним человеком, да, но на самом деле никто не догадывается, что в душе, где-то за закрытыми дверями, вы живете совсем другой жизнью, да, может быть, вы очень ранимый человек, а для всех вы такой красивый, элегантный, общительный, да, а Луна в Раке говорит о том, что у вас очень богатый внутренний мир, богат на переживания, именно на какие-то страхи, может быть, остаться одним, остаться без поддержки, а, страхи, связанные с вашей мамой, с вашей семьей, с детьми, да, потому что это 5-й, 11-й сектор, и он, конечно, отвечает за детей, для тех, у кого есть дети, или, может быть, вы решаетесь на то, чтобы завести вашего ребенка, да, первого, то страхи постепенно отступают, да, и вы видите, насколько радостно это быть матерью или быть отцом, как много радости приносят дети, и вот вы как бы все еще, может быть, не решили, да, относительно, что вам важнее, там, светская какая-то жизнь, друзья, либо семья, ребенок и какая-то более уединенная жизнь, да, это может быть жизнь между городом и деревней, между бизнесом и работой по найму, между работой вообще и домашними какими-то делами. Вот. Но вы здесь по этой карте можете успешно делать и то, и другое. Вы как бы способны и на то, и другое. По крайней мере, в сентябре вот что-то такое произойдет, что может об этом вам говорить весы. И 12-й самый важный сектор гороскопа, и здесь карта Пифия или гадалка, или какая-то предсказательница. Эта карта, она просто наполнена вот такой энергией эзотерики, духовного предсказания вообще. И даже то, что вот она сейчас выходит в 6-12 секторе тайн и подсознания, каких-то вот энергии духовной такой спиритуал, да, вот этой спиритической энергии, уже говорит о том, что вы как будто бы задумываетесь обо всем, что связано вот с эзотерикой, с гаданием, да, может быть, кто-то будет конкретно в сентябре заниматься чем-то таким, гадать. Вы откроете для себя карты, вы закажете гороскоп или руны, там все что угодно, все, что связано с эзотерикой, может быть, вы будете обращаться к людям, да, которые вам будут делать какие-то предсказания, либо вы будете очень углублены внутрь себя, может быть, вы будете много молиться, совершать какие-то ритуалы, поэтому эта карта здесь благоприятна. Здесь стоит вам заняться какой-то духовной жизнью в любом случае. Вам откроются какие-то тайны Вселенной. Мы видим здесь на карте мужчина и женщина. Я думаю, что это тоже не случайно, потому что вы можете, не знаю, получать сообщения, может быть, от каких-то ваших предков, которые умершие. Вы можете получать сообщения во сне. Либо у вас будет вот такая пара, здесь пара, мужчина или женщина, они оба духовной жизнью живут. Может быть, это немного разное. Он, допустим, занимается духовной жизнью, связанной с церковными, там, храмовыми делами, да, а женщина, она более связана с эзотерикой. Но все же это все равно у нас идет в астрологии, в гороскопе по вот этой одной оси 6-12 сектор. Поэтому вы как будто здесь, может быть, выходите на новый путь осознания, может быть, вы наоборот занимались там какими-то гаданиями, приворотами, и здесь вы поймете, что это вам уже не нужно, и вы хотите более духовной жизнью жить. Эта карта еще говорит о каком-то венчании, например, о какой-то связи с человеком, с которым вы друг друга понимаете без слов, о том, что вы привлекаете мысленно своего партнера в вашу жизнь, гадаете на него, там, думаете, ну, в общем, все, что вот с этим связано, медитации, все. То есть, если у вас есть такой человек, друг, там, подруга, да, вы вместе можете даже медитировать, заниматься йогой, заниматься какими-то другими спиритическими сеансами, это все будет очень благоприятно. И вообще у вас будет внутренней энергии много. А когда у человека внутренней энергии много, когда он подсознательно крепок,
и гармоничен, то значит ему очень много что в жизни удается легко. Поэтому сентябрь в этом плане очень благоприятен месяц для весов. Давайте возьмем 2 карты из колоды Множи, посмотрим, что этот оракул скажет вам, какой совет даст. Луна в кардинальном знаке и фиксированная Луна. Но здесь тоже кардинальный знак – это что-то очень конкретное, да, несмотря на то, что Луна, она такая самая переменчивая планета, меняет знак почти каждые 2 дня, но когда Луна попадает в кардинальный знак, мы хотим делать что-то серьезное, заниматься каким-то, например, строительством или, не знаю, покупкой недвижимости, или начинать новую работу, или, может быть, общение с нашими родителями, либо если мы что-то покупаем, выбираем, то это должно быть качественной вещью, то есть если мы вкладываем деньги, то только в качество, на долгие годы, да, и вот здесь что-то у вас такое в сентябре, что очень серьезно, да, будет дальше, останется с вами дальше в вашей жизни. Это может быть связано как с личной жизнью, да, так и с работой, с какими-то другими делами, которыми вы будете заниматься, и относиться ко всему очень серьезно. Вы даже можете свои эмоции специально отрезать, да, чтобы действовать не эмоционально, а четко с расчетом. По Луне в кардинальным знаком это расчет на будущее всегда. А фиксированная Луна – это тоже фиксация на чем-то одном, да, здесь даже написано hold your vision, то есть, если дословно перейти, то есть сохраняйте видение, да, то есть более серьезно, может быть, как-то смотрите на ситуацию, да, удерживайте то, что хотите, чтобы осталось в вашей жизни надолго. Поэтому вот так вот карты вам говорят, да, и я надеюсь, что вы справитесь с этой задачей, которая у вас в сентябре, весы. Здесь у вас надо проявлять какие-то качества знаков Земли, которые любят действовать по расчету, и даже здесь, возможно, очень энергия каких-то вот ваших предков, да, либо какая-то кармическая ситуация здесь у вас может повторяться, но на этот раз вы уже вот четко знаете, как действовать, как ее проработать, да, здесь мы видим вот по этой карте тоже Сатурн в Козероге, это что-то, это какие-то вперед идущие планы, несмотря ни на что, как я вам говорила. Так что вот такой интересный расклад для вас, весы, на сентябрь 2023 года. Возьмите все самое лучшее, самое благоприятное отсюда. Я желаю, чтобы у вас было все, что вы загадываете, чтобы вам сопутствовала удача. И обязательно смотрите следующее видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До встречи на моих новых видео. Всем пока!